Вот такой аппарат нарыл в закромах гаражных. Когда-то я им пользовался. 1996 год. Заводская приставка к бензопиле «Урал». Культиватор. Вот фрезы от него. Ременная передача. Редуктор. И фрезы будут поставлены. На бензопиле стояла вот такая вот звездочка для цепи. Со шлицевым соединением. 4 крупных шлица. Звездочку сняли. Ставим шкив. Родной шкив был потерян. Пришлось заказать у токаря. Единственное, шлицевые пазы вот эти вот придется сделать вручную. Начал уже, сейчас продолжим. Нашелся вот такой вот квадратный напильник. Трудоемко, но можно. Нужно сделать 4 паза глубиной 2 миллиметра. Один уже готов. Один на подходе. И еще 2. Делаем. Провалялся этот культиватор в гараже более 20 лет, а бензопила еще в позапрошлом году дрова пилила. Так, значит, звездочку снимаем цепную. Шкив только не вытащил. Шлицы сделал сам напильничком. Не так уж, кстати, и сложно оказалось. Не так страшен черт, как его малютка. Вот теперь гаечку наживить. Думаю, будет непросто. Так, затянем попозже. Ремешочек. Вот такая здесь заводская система натяжки ремня еще есть. Хотя есть и вот здесь вот ползуны, вот, то есть весь корпус двигать. Для того, чтобы на нужную длину ремня все это выставить. Все, осталось восстановить систему питания топлива. Можно запускать. Вот, гаечку подтянул, и стал вращаться ровно, потому что я что-то загрустил, что он криво крутится. Редуктор бензопилы здесь в перевернутом виде, к низу головы. И смазка из него, которая на смазку редуктора и смазку цепи вытекла. Ага, вот сейчас побежала. Такое. Значит, не вся еще вытекла. Если масло каплет, значит оно там есть. Хочу добавить туда пластичной смазочки. Добавлю вот такой вот синенькой. Пусть она там перемешается. Потому что жидкая смазка, она из редуктора выплевывается на смазку цепи. А пластичная выплевываться не будет. Мы здесь сделаем некую смесь между пластичной и жидкой. Обороты здесь будут небольшие, не как при работе бензопилы. Так что я думаю, все будет окей.
для лучшей жесткости конструкции. Здесь еще такая планочка сделана. Еще придумал вот такую газульку самодельную. То есть, что у нас для бензопилы? По идее, бензопила всегда работает на максимальных оборотах. Вот здесь же она чуть больше холостых оборотов будет работать. И поэтому, ворочая эти рога, прикладывая усилия, этих перегазовок мимо кассы будет очень много. Поэтому я вот такую вот штучку изобрел. То есть завел, машинка работает на холостом ходу, сцепление автоматическое не включено. Культиватор не двигается, не едет. Фрезы стоят на месте. То есть, как только ты добавишь оборотов, сцепление включится, и машинка поехала. Вот, регулировал нужную скорость. В случае остановки просто можно сделать вот так вот. Так, нужно восстановить топливопровод. Это у нас воздухофильтр. Тоже его продуем. Это у нас приобретена капельница для стеклоомывателя автомобиля. А пальчики туда не лезут. Бензина пока нет. Еще у нас вот в этом редукторе цепь, снизу звездочка, и здесь вот пара шестерен. Наверное, они должны как-то смазываться. Пробочку залил, масло поискал, нашел вот здесь вот. Я полагаю, любое моторное масло можно долить. Вот такая пробочка. Обороты здесь маленькие. Цепь и звезды. Я думаю, любое моторное масло пойдет. Лишь бы этот цепь и шестерни
И звезды были не сухие. Так, скорее всего, трансмиссионка, конечно, положена. Но не принципиально. Что, совсем сухо там было? Я думаю, эта же пробочка, она и контрольного уровня. О, побежала через край. Ставим пока это же колесо. Фрезы поставим попозже. Так, вот надо палец фиксироваться. И вот на такой шплинт. Бензин с маслом 1,25. Бензокраник. Кнопочка подкачки топлива. Карбюратор, кнопочка подкачки. Что-то не течет. Наклоните вот так. Нажми там на кнопочку. Вот сюда. Жми. Нажал? Держи. Ушел вниз, да? Работает, но когда воздушный пузырь всегда это трудно выгонять. Для того, чтобы где-то отсюда должно закапать. Плохо. О, закапало здесь. Вот, все. Полна. Карбюратор полный. В принципе, все, можно заводить. Газульку в ту сторону. Понятно. Тут тоже 100 лет ничего не смазывалось. Двусторонняя. Да уж. Номер 2. Как раз только после состояния пара-тройки лет она спокойно завелась. Мне даже не схватывает что-то.